Глава 71. Телосложение святой Нирваны. Раздался оглушительный грохот, когда с неба спустилась гигантская золотая ладонь размером в несколько акров, обрушившись на размытую лазурную тень с разрушительной силой. Однако лазурная тень была чрезвычайно быстрой и едва успела увернуться от гигантской ладони. Промахнувшись мимо цели, гигантская ладонь рухнула на гору, заставив всю гору расколоться и обрушиться с оглушительным грохотом. Лазурная тень мгновенно обогнула массивную ладонь, оказавшись позади правой руки золотого гиганта, к которой была прикреплена ладонь, и яркий лазурный свет вырвался из гребня на ее голове, прежде чем распространиться по всему телу. Затем весь лазурный свет сошелся к ее острым когтям, которые яростно пронеслись по воздуху. Десятки лазурных проекций когтей объединились, образуя огромную лазурную сеть, которая устремилась к правой руке золотого гиганта, с легкостью разрывая пространство на своем пути, создавая серию чернильно-черных пространственных разломов. Золотой гигант поднял голову в ответ, но он все еще находился в процессе оттягивания своей правой руки, поэтому у него не было времени уклониться от атаки. Раздалась череда громких металлических лязгов, когда между лазурной сетью и правой рукой гиганта вспыхнул золотой и лазурный свет, но взрыв света длился всего мгновение, прежде чем золотой свет был разорван проекциями когтей, как бумага. Перед лицом лазурной сети правая рука золотого гиганта была с легкостью отсечена, как будто она была сделана из тофу. В глазах лазурной птицы Луань появился намек на ликование, но как раз в этот момент золотые духовные узоры на поверхности отрубленной руки внезапно ярко засияли, и она мгновенно взорвалась, превратившись в огромное облако желтого тумана. В мгновение эка облако тумана расширилось, охватив площадь в несколько десятков акров. Лазурная птица Луань тут же развернулась и бросилась бежать, как только поняла, что что-то не так, но облако было слишком огромным, чтобы от него уйти. Внезапно лазурная птица Луань почувствовала, как воздух вокруг нее сжимается, и ее движения мгновенно стали чрезвычайно медленными и вялыми. В облаке желтого тумана было бесчисленное множество тонких желтых нитей, и эти нити связали все ее тело. Лазурная птица Луань издала встревоженный крик, пытаясь расправить крылья и вырваться из пут, но желтые нити вокруг нее мгновенно высвободили поток бесчисленных желтых рун в ответ. Воздух вокруг лазурной птицы Луань сжался еще сильнее, и она почувствовала, как будто ее раздавливает под гигантской горой, из-за чего ей было невероятно трудно сделать даже малейшее движение. Однако в следующее мгновение вспыхнуло обширное пространство серебряного пламени, охватив все ее тело. Тонкие желтые нити быстро растаяли и распались в серебряном пламени, но со всех сторон сходились бесчисленные желтые нити, чтобы снова крепко связать лазурную птицу Луань. Таким образом, возник цикл, в котором тонкие нити вокруг лазурной птицы Луань постоянно распадались и восстанавливались, и в течение этого процесса она смогла восстановить некоторую подвижность. В ее глазах вспыхнул голубой свет, когда она попыталась найти выход, но как раз в этот момент окружающее пространство внезапно потемнело, и в то же время на нее обрушился всплеск невидимой силы. Сразу же после этого вокруг лазурной птицы Луань появилась огромная рука, и эта рука была так близко, что каждая линия на ее огромном отпечатке ладони была отчетливо видна. Как только рука появилась, она тут же начала смыкаться вокруг лазурной птицы Луань. Увидев это, Хань Ли лихорадочно принял свою божественную трансформацию гигантской горной обезьяны, и ему удалось завершить превращение как раз в тот момент, когда гигантская рука сомкнулась вокруг его тела. На лице гигантской золотой обезьяны появилось мучительное выражение, когда всплески огромной силы со всех сторон сжали ее тело, заставляя кости скрипеть и дрожать, но, к счастью, ее физическое тело было достаточно сильным, чтобы пока противостоять сокрушительной силе хватки гиганта. Что было действительно удивительно для Ханли, так это то, что его пламя сущности было совершенно неэффективно против гигантской руки. Как раз в этот момент окружающее облако желтого тумана быстро отступило, открывая огромную фигуру золотого гиганта неподалеку. На болезненно-желтом лице гиганта была зловещая улыбка, а его левая рука была крепко сжата вокруг гигантской золотой обезьяны. Из груди гиганта вырвалось только пронзительного желтого света, сразу же после чего весь желтый туман сошел с экрана, оставленный его отрубленной правой рукой. Туман быстро закрутился и переплелся, образовав совершенно новую руку, которую золотой гигант тут же сжал в огромный кулак, а затем высоко поднял, прежде чем с разрушительной силой обрушить его на голову гигантской обезьяны. Еще до того, как кулак достиг цели, огромная сила, вложенная в него, уже заставляла окружающее пространство в радиусе почти 300 метров искривляться и яростно грохотать. В сердце гигантской золотой обезьяны при виде этого зародился намек на отчаяние. Даже с его невероятно мощным физическим телом удар такой страшной силы, несомненно, привел бы, по крайней мере, к тяжелым ранениям, если не к смерти. Понимая это, Хань Ли был вынужден принять решение, и он быстро сделал ручную печать, когда из его тела вырвался яркий фиолетовый свет. Кулак золотого гиганта обрушился с разрушительной силой, но в следующее мгновение на его лице появилось удивление. Вопреки его ожиданиям, его кулак не смог пробить голову гигантской обезьяны. Вместо этого раздался глухой удар, когда вспышка фиолетового света пронзила тыльную сторону его ладони, а пальцы другой его руки также были загнуты назад, как будто их сломали.
Фиолетовый свет отлетел на небольшое расстояние, а затем исчез, открывая золотую обезьяну ростом около 600 метров. Однако, в отличие от прежнего, все тело этой гигантской обезьяны было покрыто бесчисленными фиолетово-золотыми чешуями, а на макушке у нее был лазурный рог. Вдобавок к этому, из ее плеч и ребер выросли еще 2 пары мохнатых обезьяньих рук. На лице золотого гиганта появилось серьезное выражение, когда он устремил свой взгляд на шестирукую гигантскую обезьяну, и раны, нанесенные его 2 рукам, мгновенно зажили. На каждом из его 2 кулаков появился слой желтого света, и из желтого света вылетело несколько массивных золотых рун, которые закружились вокруг, прежде чем в мгновение Ика слиться с его кулаками. В результате его кулаки увеличились примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером, и в этих кулаках зародился всплеск ужасающей силы, подобный вулкану на грани извержения. Несмотря на то, что сила еще не была высвобождена, близлежащее пространство уже дрожало и непрерывно гудело. Шестирукая гигантская обезьяна, увидев это, издала продолжительный рев и сделала огромный шаг вперед, мгновенно преодолев расстояние в сотни метров, оказавшись прямо перед золотым гигантом, а затем нанесла удар своими кулаками, которые светились сияющим фиолетово-золотым светом. Золотой гигант тут же ответил тем же, не колеблясь. 2 пары кулаков яростно столкнулись с оглушительным грохотом, и близлежащее пространство начало громко гудеть, когда по окрестностям прокатились разрушительные ударные волны. На этот раз шестирукая гигантская обезьяна осталась совершенно неподвижной, в то время как золотой гигант отлетел назад по воздуху. Мало того, его кулаки превратились в гротескные массы изуродованной плоти, а его руки были полностью сломаны и согнуты под странными углами. Глаза золотого гиганта были полны недоверия, когда он отлетел на несколько километров назад, прежде чем силой врезаться в гору, которая мгновенно опрокинулась, как груда хрупких палок. Даже пробив гору, золотой гигант ничуть не замедлился, продолжая лететь назад, и только опрокинув несколько гор подряд, он едва смог остановить свой импульс. В этот момент шестирукая гигантская обезьяна уже догнала его. Золотой гигант был весьма удивлен таким внезапным поворотом событий, но он сохранял спокойствие и невозмутимость, когда из его груди вырвался желтый свет, который быстро распространился на его сломанные руки, чтобы исправить там повреждения. В то же время он провел правой ногой по воздуху горизонтально, как гигантским лезвием, целясь злобным ударом в середину туловища гигантской обезьяны. По воздуху прокатилась огромная сила, подняв огромный белый взрыв энергии. Шестирукая гигантская обезьяна внезапно присела, перекатившись в чрезвычайно уродливом маневре, чтобы уклониться от удара, а затем мгновенно прыгнула вперед, чтобы с огромной силой врезаться в тело золотого гиганта. В то же время она крепко обхватила гиганта своими нижними руками, когда его отбросила назад по воздуху. На лице золотого гиганта появилось встревоженное выражение, и из всего его тела вырвался яркий желтый свет, когда он поднял свои руки, которые еще не успели полностью зажить, в отчаянной попытке вырваться. Однако затем гигантская золотая обезьяна протянула свои средние руки, чтобы схватить руки гиганта в тиски, прежде чем снова сломать их. В то же время из ее верхних рук вспыхнул фиолетово-золотой свет, и они начали спускать металлический блеск, когда их яростно вонзили в грудь гиганта. Пара рук мгновенно вонзилась в тело гиганта, а затем с силой закрутилась. Движения золотого гиганта мгновенно прекратились, и свет в его глазах быстро угас, в то время как восстановление его рук также остановилось. На проекции болезненно-желтого лица появилось яростное выражение, прежде чем оно также быстро исчезло. Затем Хань Ли вытащил руки из тела золотого гиганта, и в одной из его рук был желтый боб, который испускал ослепительное сияние. Золотой гигант содрогнулся, и когда Хань Ли вытащил свои руки из его груди, весь золотой свет, исходящий из его тела, полностью погас. Он рефлекторно отшатнулся на несколько шагов назад, когда на поверхности его массивного тела появились бесчисленные трещины, и он быстро распался на огромное облако желтого тумана, который развеял ветер. Почти в тот же самый момент аура шестирукой гигантской обезьяны резко упала, и она вернулась в человеческую форму Хань Ли среди вспышки фиолетово-золотого света. Его лицо было чрезвычайно бледным, и он поспешно вызвал траву облачного журавля, которую тут же съел, и только тогда его цвет лица немного улучшилось. Глядя на постепенно рассеивающееся облако желтого тумана, Хань Ли издал долгий вздох облегчения, и в его глазах мелькнул намек на затянувшийся страх. Золотой гигант не был способен использовать какие-либо техники культивации или тайные техники, но его физическое тело и сила были не менее могущественны, чем у небесного бессмертного, и Хань Ли не мог сравниться с ним, не высвободив свое телосложение святой нирваны. Однако эта способность не только предъявляла чрезвычайно высокие физические требования к пользователю, но и расходовала огромное количество магической силы, гораздо большее, чем то, что Хань Ли мог собрать со своими текущими запасами магической силы. Первоначально требовалось бы поглощение огромного количества изначальной ци мира, чтобы восстановить функции его искусства происхождения улучшения органов, но, к счастью, после освоения 6-го уровня искусства происхождения Большой Медведицы он смог восстановить часть функций искусства культивации, что позволило ему использовать свои органы в качестве сосудов для магической силы.
Несмотря на то, что для этого требовалось израсходовать в десятки раз больше изначальной фиолетовой ци, чем обычно, он, не колеблясь, съел почти весь свой запас травы облачного журавля, как только заметил аномальную активность, происходящую в храме Царства Истока. Даже в этом случае он все еще мог поддерживать свое телосложение святой нирваны всего несколько секунд, и даже в эти несколько секунд оно не было на пике своей мощности. К счастью, золотой гигант не смог достаточно быстро отреагировать на ситуацию. Если бы он сразу же бросился бежать, чтобы выиграть хотя бы немного времени, как только Хань Ли завершил свое превращение, исход этой битвы был бы совершенно иным. Когда лекарственная сила травы облачного журавля преобразовалась в магическую силу, естественный цвет быстро вернулся к лицу Хань Ли, и он взглянул на желтый боб в своей руке, затем поднял бровь, прежде чем убрать его. Глава 72. Порабощение культиватора Великого Вознесения. На просторной крыше где-то во внутреннем городе черной воды Даос Ясного Света и владыка Костяного Пламени молча стояли рядом друг с другом. Брови последнего были плотно нахмурены, и на его лице было яростное выражение, как будто он мог в любой момент сорваться. Выражение лица первого было не намного приятнее, и спустя долгое время он наконец произнес: «Кто же этот человек?» Мало того, что мой талисман зарождения Духа Меча не смог поразить его, даже ты. Его голос оборвался, и он слабо вздохнул, не желая говорить об этом дальше. На лице владыки Костяного Пламени появилось страдальческое выражение, когда он проскрежетал зубами. Мой золотой даосский воин был близок к небесному бессмертному по силе. Как он мог быть побежден сошедшим бессмертным? Он прорвался сквозь межпространственный барьер ценой больших усилий, чтобы насильно открыть пространственный проход и послать вниз первичный боб. Но всего через некоторое время его связь с бобом была полностью разорвана, оставив его в ярости и унынии от потери. Похоже, что либо информация вездесущего павильона неточна, либо он столкнулся с какими-то особенно удачными обстоятельствами, которые позволили ему вернуться к полной силе. Теперь, когда нам не удалось захватить его, над нашими двумя сектами в царстве духовной сферы нависнут неприятности. Мы должны найти способ как можно скорее решить эту проблему, сказал Даос Ясного Света с задумчивым выражением лица. Выражение лица владыки Костяного Пламени еще больше помрачнело, когда он услышал это. Ему это с рук не сойдет. Тем временем в храме Царства Истока. Даос Закрытая Гора наблюдал, как Хань Ли бесстрастно приближается к нему, и его дряблые складки начали неконтролируемо дрожать от страха. Если бы его не связала веревка, образованная пламенем сущности, он бы уже сбежал с места происшествия еще быстрее, чем старейшины и ученики храма. Хань Ли остановился перед ним, затем некоторое время бесстрастно смотрел на него, прежде чем внезапно поднять руку и протянуть палец к его глобелле. «Пощади меня, старший Хань. Я просто выполнял приказы. У меня не было выбора». Поспешно взмолился Даос Закрытая Гора, и его спина мгновенно покрылась холодным потом. «Правда. Чьи приказы ты выполнял?» — спросил Хань Ли с легкой улыбкой, снова опуская руку. «Приказы были от патриарха нашего храма в Царстве Бессмертных. Иначе я бы ни за что не осмелился попытаться пойти против тебя, старший Хань», — поспешно ответил Даос Закрытая Гора. «Почему патриарх вашего храма Царства Истока отдал приказ захватить меня? Он знает меня?» — спросил Хань Ли. «По словам нашего патриарха, могущественная организация в Царстве Бессмертных предлагает награду за твою поимку, и эта награда намного выше, чем могут себе представить такие культиваторы низшего царства, как я». Патриарх Костяного Пламени из секты Небесного Призрака получил награду, и он уговорил нашего патриарха объединить с ним силы. Вот что привело к этому недоразумению, поспешно ответил Даос Закрытая Гора. Недоразумению. Ты говоришь об этом так легкомысленно. Так ты хочешь сказать, что патриарх Костяного Пламени получил награду, а патриарх Ясного Света из вашего храма Царства Истока нет? Спросил Хань Ли с недоверчивым выражением лица. Выражение лица Даоса Закрытой Горы слегка напряглось, когда он услышал это, и он осторожно ответил: возможно, два патриарха разработали план вместе. Я отвечаю только за выполнение их приказов, я не знаю точных деталей. Я очень не хотел противостоять тебе, старший Хань, но я не мог пойти против приказов патриархов. Услышав это, Хань Ли замолчал и начал обдумывать полученную информацию, особенно ту часть, которая касалась награды, предложенной за его захват. Даоса Закрытой Горы довольно сильно нервировало молчание Хань Ли, и он подумал, что Хань Ли колеблется, стоит ли лишать его жизни. Таким образом, чем дольше продолжалось молчание, тем больше он боялся, и, наконец, стиснув зубы, он принял решение. «Старший Хань, твоя сила непревзойденна. С этого дня я хочу следовать за тобой, как за своим господином. Я могу отдать тебе все свои пилюли и ресурсы для культивации, и весь храм Царства Истока также будет в твоем распоряжении». Услышав это, Хань Ли слегка замешкался, а затем с забавным выражением лица заметил: «Ты быстро приспосабливаешься».
Учитывая характер Хань Ли, он не собирался щадить даоса Закрытой горы, но еще до того, как он успел провести поиск души, даос Закрытой горы уже все ему рассказал и поклялся в своей подчинении ему, тем самым избавив его от многих хлопот. В конце концов, он не собирался устраивать слишком много проблем в царстве духовной сферы. Еще в царстве духов он встречал много существ в стадии Великого Вознесения, но никогда не встречал таких, как даос Закрытая гора, и он не мог не подумать о неком Суньяргоу. Даос Закрытой горы видел, что Хань Ли, похоже, не возражает против этой идеи, и тут же почтительным голосом сказал: «Спасибо, что пощадил мою жизнь, старший Хань, мне неинтересно захватывать ваш храм Царства Истока. Все, что тебе нужно делать, это следовать моим приказам и делать кое-что для меня. Однако, прежде чем мы это сделаем, я должен наложить на тебя некоторые ограничения», — сказал Хань Ли. Говоря это, он поднял руку, затем пропел заклинание, и кончики 5 пальцев на руке засветились в унисон. Затем из его кончиков пальцев появилась серия тонких полупрозрачных нитей, раскачивающихся из стороны в сторону, как водоросли в течение. Хань Ли слегка согнул пальцы, и полупрозрачные нити мгновенно стали прямыми, как иглы. Даос Закрытой горы слегка вздрогнул, увидев это, и его лицо также сильно побледнело, но он все еще не собирался оказывать никакого сопротивления. В глазах Хань Ли при виде этого появилось довольное выражение, и когда он протянул руку вперед, 5 полупрозрачных нитей мгновенно вонзились в голову даоса Закрытой горы. В тот момент, когда полупрозрачные нити вонзились в его тело, даос Закрытой горы почувствовал острую боль, пронзившую его сознание, и он не смог удержаться от мучительного стона, когда его лицо еще больше побледнело. Однако он все еще не оказывал никакого сопротивления, позволяя Хань Ли делать все, что ему заблагорассудится. Хань Ли взмахнул рукой по воздуху, чтобы развеять огненно-серебряную веревку вокруг тела даоса Закрытой горы, а затем сказал: «Эти нити образованы моим духовным смыслом, и они уже глубоко укоренились в твоей душе. Если ты посмеешь пойти против меня, я могу уничтожить твою душу изнутри одной лишь мыслью, понятно, да, старший Хань? Я обязательно буду служить вам с величайшей преданностью и искренностью», — почтительно ответил даос Закрытой горы, опустив голову. «Нет необходимости заявлять о своей преданности мне. Вместо этого, почему бы тебе не сказать мне, где находится массив, который вы используете для связи с царством бессмертных?» — спросил Хань Ли. «Есть 2 таких массива, один на пике поклонения небесам, а другой — на пике прославленной горы. Я немедленно отведу тебя к ним, старший Хань», — без колебаний ответил даос Закрытой горы. Вскоре после этого 2 полосы света улетели вдаль. В этот момент в храме Царства Истока уже вернулись мир и покой, но вскоре после этого раздались 2 грохочущих взрыва один за другим, с интервалом не более 15 минут. Многие старейшины и ученики, которые только что вернулись в храм, все еще чувствовали себя довольно напуганными, и они были сильно встревожены, услышав это, но они с облегчением увидели, что из этой ситуации ничего больше не вышло. Это была чрезвычайно бурная ночь, во время которой почти треть всего храма Царства Истока превратилась в руины. Вдобавок к этому, верховный старейшина исчез, и все задавались вопросом, действительно ли кошмар закончился. Примерно через час 2 фигуры издалека подлетели к некой горе в глубине храма Царства Истока, а затем вошли в зал на горе. В самом центре зала находилась белая нефритовая платформа, на которой были выгравированы круги из сложных рун, образующих телепортационный массив. Это телепортационный массив, который ведет к секте Небесного Призрака. Спросил Хань Ли, осматривая массив перед собой. Верно. Этот массив связан с пиком черного подземного царства секты Небесного Призрака, и хотя он не может доставить нас прямо в центральную зону секты, он позволит нам обойти защитный барьер их секты, тут же ответил даос Закрытой горы. Хорошо. Идем со мной, с улыбкой ответил Хань Ли. Да, старший Хань. Таким образом, они оба вошли в массив, и вспышка ослепительного белого света поднялась с земли, мгновенно поглотив их обоих. На пике безмятежного подношения секты Небесного Призрака. На главном месте в просторном зале сидел мужчина средних лет в красном шелковом халате. У него были мягкие глаза, а линии и контуры его лица были довольно гладкими. Его кожа также была слегка болезненно белой, и в целом эти черты создавали слегка женственный вид. В этот момент у мужчины было чрезвычайно мрачное выражение лица, и он крепко сжимал подлокотники своего кресла, говоря торжественным голосом. Полдня назад нефритовые таблички душ 2 верховных старейшин нашей секты разбились в унисон. С тех пор мы пытались связаться с ними, используя различные тайные техники, но не получили ответа. Что вы все думаете об этом? По обе стороны зала сидело около дюжины человек, все они находились на стадии интеграции тела, и все они молчали с мрачными выражениями лиц. Таким образом, весь зал погрузился в напряженную и неуютную тишину. Спустя долгое время мужчина с густой бородой, наконец, не выдержал молчания и поднялся на ноги, сказав: «Эти нефритовые таблички душ, должно быть, каким-то образом дали сбой мастер секты. Старейшина Тун, культиватор номер 1 в царстве духовной сферы, кто мог убить его в этом царстве? Именно. Что-то должно было пойти не так,
тут же подхватил кто-то в зале. Красавица в красном платье встала с плотно нахмуренными бровями и возразила: нефритовые таблички душ создаются с помощью специальной тайной техники, в которой в качестве посредника выступает кровяная эссенция культиватора и клочок его души. Были ли когда-нибудь случаи сбоев в работе нефритовых табличек душ в прошлом? Бородатый мужчина открыл рот, чтобы возразить ей, но у него не было контраргументов. Нефритовые таблички душ никак не могли дать сбой, но в то же время крайне маловероятно, что наши верховные старейшины могли погибнуть за такое короткое время. Возможно ли, что они оказались в ловушке какого-то особого ограничения, который разорвал их связь с их нефритовыми табличками душ? Предположил другой старейшина. Мужчина средних лет с квадратным лицом и короткой фиолетовой бородой поднялся на ноги и сказал: независимо от того, что произошло, факт в том, что два верховных старейшины отправились в храм Царства Истока, и теперь мы не можем с ними связаться. Что нам следует сделать, так это активировать все оборонительные массивы нашей секты и как можно скорее связаться с нашими патриархами в Царстве Бессмертных. Мастер секты мягко массировал свой лоб, отвечая: «Я согласен. Старейшина Лу, ты можешь заняться активацией всех барьеров». Что касается связи с нашими патриархами, не успел он договорить, как раздался громкий грохот, и весь зал начал сильно трястись. Что происходит? Все тут же вылетели из зала, а затем вышли на площадь снаружи. В небе над залом висел черный световой барьер. Световой барьер охватывал область радиусом в несколько сотен километров, и это был не что иное, как главный защитный массив секты Небесного Призрака. Десятки гор, охваченных световым барьером, составляли ядро всей секты Небесного Призрака, и почти все самые важные места секты располагались на этих горах. В этот момент черный световой барьер непрерывно мигал, и по всей его поверхности пробегали руны, создавая впечатление крайне нестабильного состояния. За пределами светового барьера находилась гигантская золотая обезьяна высотой в несколько сотен метров, и ее руки были высоко подняты над головой, как будто она готовилась нанести еще один удар по и без того шатающемуся черному световому барьеру. Глава 73. Уничтожение секты. Раздались два оглушительных грохота, когда кулаки гигантской золотой обезьяны обрушились вниз. Черный световой барьер разорвался, и на участках, по которым был нанесен удар, появились две глубокие вмятины. Откуда взялась эта штука? Ее сила невероятна. Эта штука кажется довольно похожей на легендарного истинного духа, гигантскую горную обезьяну. Может ли это быть? В любом случае, мы не можем просто позволить этому неандертальцу делать все, что ему заблагорассудится. Мы должны схватить его и казнить за то, что он бросил вызов авторитету нашей секты. Все старейшины стадии интеграции тела сначала слегка замешкались при виде гигантской золотой обезьяны, после чего кратко поразмышляли о ее происхождении, а затем призвали свои сокровища, прежде чем взлететь, чтобы противостоять гигантской обезьяне. Старейшина Лу как раз собирался присоединиться к ним, когда в его глазах мелькнул намек на узнавание, и он тут же остановился как вкопанный. Он был не единственным, кто остался позади. Помимо мастера секты, был еще горбатый старик, красивая женщина и одноглазый мужчина, которые также воздерживались от присоединения к остальным. Эти четверо были теми самыми старейшинами, которые объединились, чтобы напасть на Хань Ли в долине Дьявольского пламени во время предыдущего визита Хань Ли в секту Небесного Призрака, и все они обменялись взглядами, чтобы обнаружить свое собственное изумление, отраженное в глазах друг друга. В то же время бесчисленные полосы света появились со всех концов секты Небесного Призрака, когда практически все старейшины и ученики вылетели, прежде чем приземлиться на близлежащих горных вершинах или площадях, а затем с недоумением устремили свои взгляды вверх. Гигантская золотая обезьяна не обращала внимания на приближающихся нападавших и не только не прекратила то, что делала, но и издала громоподобный рев, обрушив град ударов на черный световой барьер. Раздался оглушительный грохот, и черный световой барьер сильно задрожал, прежде чем значительно деформироваться, а затем разлететься на бесчисленные осколки. Гигантская обезьяна прошла сквозь разбитый участок барьера, прежде чем рухнуть на гору. В этот момент старейшины стадии интеграции тела, которые примчались с пика безмятежного подношения, уже были на месте. Старейшина, атакующий в авангарде группы, издал громкий рев, когда из его тела хлынул багровый туман, мгновенно окутав его, и он быстро превратился в гигантского багрового призрака в доспехах, ростом около 180 метров. Гигантский призрак был вооружен огромным окровавленным топором, которым он взмахнул вниз, целясь в голову золотой обезьяны. Когда острое лезвие гигантского топора опускалось по воздуху, по обе стороны от него из воздуха появились две багровые воронки, высвобождая всплески мощной силы всасывания, которая грозила втянуть все вокруг на пути падающего топора. Вслед за гигантским багровым топором следовали несколько призрачных сокровищ разных форм и цветов, которые выпускали облака черного тумана или реки крови, скрывая все небо, когда они с неостановимой силой устремлялись к гигантской золотой обезьяне. Порывы ветра Ин свирепо завывали в небе, как крики и вопли бесчисленных призраков, и температура воздуха в этом районе стремительно падала. Гигантская золотая обезьяна холодно фыркнула, увидев это,
и ничуть не замедлилась в своем спуске, подняв руку высоко вверх, прежде чем ударить огромной ладонью по реке крови и призрачному туману внизу. Неописуемо мощный взрыв энергии тут же обрушился вниз, как непробиваемая стена, опускаясь с разрушительной силой. Багровый гигант в доспехах возглавлял путь спереди, и огромный багровый топор яростно врезался во взрыв энергии, но тут же разлетелся вдребезги, не сумев оказать никакого сопротивления. Сразу же после этого половина тела гиганта провалилась, как будто он врезался в огромную скалу, после чего все его тело взорвалось шаром багрового света. Что касается облаков инь и кровавого тумана позади багрового гиганта, то еще до того, как они соприкоснулись со взрывом энергии, большая их часть уже была развеяна огромной силой, высвобожденной взрывом энергии. Все сокровища, скрытые внутри, были мгновенно обнаружены, а затем взорвались среди череды громких ударов. Раздалась череда мучительных криков, когда несколько фигур извергли изо рта кровь в результате обратной реакции от уничтожения их связанных сокровищ, а затем рухнули с неба. Все остальные были сильно встревожены таким поворотом событий и поспешно начали отступать. В следующее мгновение гигантская золотая обезьяна, подобно астероиду, силой рухнула на гору, и окружающая земля сильно задрожала, когда половина горы мгновенно обрушилась, подняв в небо огромное облако пыли и осколков. Возле горы непрерывно раздавались крики тревоги, когда несколько сотен полос света поднялись в воздух, прежде чем в панике разлететься во все стороны. Как раз в этот момент из хаотической сцены внезапно возникла зарождающаяся душа ростом в несколько сантиметров. Зарождающаяся душа была чрезвычайно похожа на старейшину, который превратился в багрового гиганта в доспехах, и на ее лице было выражение ужаса, когда она повернулась, чтобы бежать вдаль. Однако прежде чем она успела куда-либо добраться, рядом с ней бесшумно появилась тучная фигура. Это был никто иной, как даос с закрытой горы. Он бесстрастно взмахнул ладонью вниз, и зарождающаяся душа тут же почувствовала, как воздух вокруг нее сжимается. Еще до того, как она успела закричать, она уже взорвалась шаром багрового света. На пике безмятежного подношения мастер секты Небесного Призрака был уже изумлен, увидев, как гигантская золотая обезьяна одним махом сокрушает всех старейшин стадии интеграции тела, и его выражение лица мгновенно значительно потемнело при виде внезапного прибытия даоса закрытой горы. Он заставил себя сохранять спокойствие и спросил, что это значит. Старший закрытой горы, даос закрытой горы, устремил свой взгляд на гигантскую золотую обезьяну вдали, затем повернулся назад, покачав головой, ответил: «Позвольте мне просветить вас, мастер секты Ши. Оба верховных старейшины вашей секты стадии Великого Вознесения уже пали от рук старшего Хань. С сектой Небесного Призрака покончено». Его голос был не очень громким, но для мастера секты и старейшин стадии интеграции тела секты Небесного Призрака это было сродни оглушительному удару грома. В частности, 4 старейшин, которые объединились против Ханьли в долине Дьявольского пламени, были совершенно подавлены. Ранее они уже ощущали знакомую ауру от гигантской золотой обезьяны, и теперь, когда они получили подтверждение от даоса закрытой горы, что гигантская горная обезьяна действительно никто иной, как Ханьли, они знали, что даос закрытой горы говорит правду о гибели верховных старейшин и их секты. Старейшина Лу глубоко вздохнул, а затем передал что-то мастеру секты Ши с помощью голосовой передачи. На лице мастера секты Ши появилось противоречивое выражение, но в конце концов он стиснул зубы и почтительно поклонился даосу закрытой горы, а затем сказал: «Старший закрытой горы, если нашей секте Небесного Призрака суждено пасть, то мы предпочтем сдаться и служить старшему Хань с этого момента, а не выбрасывать наши жизни на ветер. Хе-хе, одного моего храма Царства Истока достаточно, чтобы служить старшему Хань и удовлетворять его потребности. Что же касается вас всех, то, боюсь, вам придется вынести гнев старшего Хань», усмехнулся даос закрытой горы, и на его лице появилось холодное выражение. Как только его голос оборвался, он взмахнул рукавом по воздуху, чтобы высвободить старинный персиковый деревянный меч, который поднялся в воздух, прежде чем быстро расшириться, превратившись в огромный световой меч длиной более 30 метров. По поверхности меча пробегали бесчисленные глубокие руны, и он также излучал ослепительный золотой свет. Сразу же после этого гигантский меч устремился прямо к мастеру секты Ши и его группе. Окружающее пространство содрогнулось, когда открылся длинный и черный, как смоль, разлом. Мастер секты Ши и остальные были сильно встревожены таким поворотом событий, и все они разлетелись в разные стороны, лихорадочно принимая оборонительные меры, чтобы защитить себя от атаки. Пока происходил этот разговор, гигантская золотая обезьяна прыгнула на огромную гору, а затем издала громоподобный рев, высоко подняв оба кулака, прежде чем с огромной силой обрушить их на гору. Сразу же после этого вся гора сильно задрожала, прежде чем обрушиться гигантской грудой, подняв в небо огромные столбы пыли. Спустя несколько мгновений Хань Ли вынырнул из пыли и завис в воздухе, вернувшись в человеческий облик. Он быстро обвел взглядом окрестности и увидел бесчисленные полосы света, рассеивающиеся во всех направлениях. Практически все старейшины и ученики секты Небесного Призрака бежали с места происшествия.
Вдали на пике безмятежного подношения непрерывно вспыхивал свет среди череды громких взрывов, и казалось, что даос закрытой горы ведет ожесточенную битву с мастером секты Небесного Призрака и несколькими ее старейшинами стадии интеграции тела. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он быстро пропел заклинание, а затем резко открыл рот, чтобы выпустить серебряный огненный шар, который мгновенно превратился в серебряного огненного ворона размером около 30 сантиметров. Затем он сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на огненного ворона, который откинул голову назад и издал отчетливый крик, после чего его тело начало быстро увеличиваться с невероятной скоростью. В мгновение эйка он раздулся до размеров небольшой горы, расправил крылья и спикировал вниз на плотное скопление зданий внизу. Раздался оглушительный грохот, когда гигантский огненный ворон врезался прямо в центр скопления зданий, а затем взорвался морем огня, которое поглотило все. Вместо того, чтобы задерживаться на месте происшествия, Хань Ли внезапно повернулся и полетел к другой горе, которая находилась в нескольких сотнях километров отсюда. От даоса закрытой горы он уже узнал, что эта гора называется пиком безмятежного сокровища, и это одно из самых важных мест в секте Небесного Призрака, где находится ее библиотека писаний, а также хранилище пилюль и сокровищ. Несколько дней спустя. Во дворе в фиолетовом бамбуковом лесу на пике священного огня. Сима Цзиньмин держал коммуникационную пластину и расхаживал по комнате с ликующим выражением лица. Учитывая бесчисленные годы, которые он провел, культивируя и оттачивая свое ментальное состояние, он не должен был проявлять столь явные эмоции, но он был не в силах сдержать свою радость. Внезапно свиток, висевший на стене перед ним, загорелся, и из него появился патриарх Холодного Пламени. Патриарх Холодного Пламени. Сима Цзиньмин поспешно остановился и почтительно поклонился. «Ну что? Есть результат?» Равнодушным голосом спросил патриарх Холодного Пламени. «Да, патриарх, у меня есть блестящие новости, которыми я могу поделиться с вами». Тут же ответил Сима Цзиньмин с сиянием в глазах. Брови патриарха Холодного Пламени слегка нахмурились, когда он услышал это, и он ничего не ответил. Сима Цзиньмин тут же понял, что потерял самообладание, и поспешно извинился, прежде чем продолжить более сдержанным тоном. Сегодня утром старший Хань сообщил мне, что секта Небесного Призрака уже стерта с лица царства духовной сферы, и он велел мне взять под свой контроль некоторые из стран и сект, ранее контролируемых сектой Небесного Призрака, в качестве компенсации за писание нашей секты, которые он уничтожил. Выражение лица патриарха Холодного Пламени осталось неизменным, несмотря на хорошие новости. Он предоставляет нам только некоторые из стран и сект, ранее находившихся под юрисдикцией секты Небесного Призрака. А как насчет храма Царства Истока? Старший Хань ничего не упоминал мне о храме Царства Истока, но, насколько я слышал, храму Царства Истока был нанесен тяжелый удар, но он не был полностью уничтожен, как секта Небесного Призрака, ответил Сима Цзиньмин. Брови патриарха Холодного Пламени слегка нахмурились, когда он услышал это, и только спустя долгое время он слабо вздохнул. Я думал, что он сможет нанести тяжелый урон обеим сектам ценой своей жизни, но я не думал, что он сможет уничтожить секту Небесного Призрака и остаться в живых, чтобы рассказать об этом. Похоже, я все еще недооцениваю его. Патриарх Холодного Пламени, после всего этого наша секта Холодного Пламени обязательно станет сектой номер 1 в царстве духовной сферы. Сказал Сима Цзиньмин. Не расслабляйся. Обязательно следи за храмом Царства Истока. Кроме того, я помню, что у Хань Ли есть младшая сестра, которая остается в нашей секте. Обязательно хорошо заботься о ней и обеспечивай ее безопасность в любое время. Вдобавок к этому, выделяй дополнительные ресурсы всем в секте, кто имеет с ним какие-либо связи, поручил патриарх Холодного Пламени. Глава 74. Плохие новости. В пещерном жилище на пике восходящего облака. В темноте ночи холодный лунный свет проникал в комнату через окно, освещая прекрасную молодую женщину в роскошном платье с кожей белой, как снег. В этот момент она сидела на краю кровати с легкой улыбкой на лице, но по ее нежным щекам молча текли слезы. Отец, старшие братья, секта Небесного Призрака была уничтожена старшим братом Хань. Процветающая нация также вернулась под юрисдикцию секты Холодного Пламени, и наша семья отомщена. Все собираются вернуться в процветающую нацию и построить там новую жизнь. Теперь вы все можете покоиться с миром на небесах, пробормотала молодая женщина, вытирая слезы с лица. Этой молодой женщиной, естественно, была никто иная, как Юй Мэнхан, и в этот момент она плакала от радости, но ее сердце было переполнено бесчисленными эмоциями, поскольку образ Хань Ли упрямо задерживался в ее сознании, отказываясь быть изгнанным. Почти полмесяца спустя Хань Ли стоял на пике 9 дворцов храма Царства Истока и как раз вставлял последний камень звездного омовения в землю. Раздался слабый треск, и вся платформа сбора звезд мгновенно засветилась. Обширное пространство тусклого серебряного света снизошло с небес, окутывая всю платформу, словно тонкий туман. В этот миг все звездные диаграммы на платформе были освещены.
Хань Ли поднял голову, чтобы посмотреть на звездное ночное небо, а затем со спокойным выражением лица медленно поднялся по лестнице платформы сбора звезд. В царстве бессмертных. Рядом с бескрайним и безымянным морем находилась массивная скала высотой более 3 километров, нависающая над поверхностью моря, как острый клюв орла. На вершине скалы стоял огромный и величественный город. Внешние стены города были высотой более 300 метров и полностью построены из какого-то черного каменного материала, что позволяло им полностью сливаться с горой. Стена, которая была ближе всего к морю, была усеяна отметинами и следами эрозии, оставленными бесчисленными волнами, которые обрушивались на нее на протяжении многих лет. Внутри города было 4 прямых и широких главных дороги, а также множество более узких дорог, которые ответвлялись от этих главных дорог с бесчисленными магазинами и зданиями, разбросанными повсюду. Казалось, что в городе проживает довольно большое население, представляющее собой оживленную и шумную сцену деятельности. В юго-западной части города находилась узкая улица из синего камня, на которой были расположены всевозможные магазины, рестораны и гостиницы. Улица была украшена различными флагами и кипела жизнью, представляя собой слегка шумную и буйную сцену. Рядом с ивой в конце улицы из синего камня находилось совершенно непримечательное трехэтажное здание. Это было восьмиугольное кирпичное здание с лазурным флагом, висящим снаружи, с надписью «Лекарство», и его легко можно было не заметить на такой оживленной улице. В холле здания несколько сотрудников были заняты работой, обслуживая клиентов, которые пришли приобрести духовные лекарства. Многих клиентов отводили на второй этаж. Наверху лестницы на втором этаже была лазурная деревянная дверь, запирающая третий этаж. На третьем этаже находился гостевой зал, внутри которого был небольшой ковер. На ковре стоял фиолетовый чайный столик, и от него в воздухе витал аромат сандалового дерева. По обе стороны чайного столика друг напротив друга сидели 2 фигуры, и каждая из них держала чашку чая. Одним из двоих был красивый молодой человек в облегающем черном халате с четкими чертами лица. Это был никто иной, как Фан Бань. Другим человеком был слегка тучный мужчина средних лет, на вид около 40-50 лет. На нем был шелковый халат, вышитый золотыми нитями, что придавало ему вид богатого купца, а на его лице была доброжелательная улыбка. Фан Бань осмотрел комнату вокруг себя и обнаружил, что окружающее пространство окутано слабым золотым ограничивающим световым барьером, и заметил, как говорится, лучшее место, чтобы спрятать что-то, это спрятать его на виду. Интересная идея для вашего вездесущего павильона — открыть свои филиалы в этих городах, населенных обычными людьми. Наш вездесущий павильон не может сравниться со всеми этими могущественными сектами. Все, что мы делаем, это передаем информацию, поэтому, естественно, мы не можем открыть свои филиалы в престижных местах, усмехнулся в ответ мужчина средних лет. Ранее ты послал мне сообщение, сказав, что у тебя есть новости об этом человеке. Это правда? Спросил Фан Бань, быстро меняя тему разговора. Конечно. Мы попросили тебя прийти сюда только для этой цели, с улыбкой ответил мужчина средних лет. Услышав это, Фан Бань тут же перевернул руку, достав выпуклый лазурный мешок для хранения, который он положил на стол. Мужчина средних лет взял мешок для хранения, прежде чем кратко осмотреть его содержимое своим духовным чувством, и улыбка на его лице стала еще более выразительной, когда он сообщил: «Человек, которого ты ищешь, в настоящее время находится в царстве духовной сферы». Говоря это, он взмахнул рукой по воздуху, и на чайном столике появилась круглая фиолетово-золотая чаша, наполненная чистой водой. Затем он протянул палец и легонько постучал по краю чаши, и вода внутри чаши мгновенно заволновалась, когда мимо промелькнула вспышка лазурного света. Сразу же после этого в воде появилось изображение ожесточенной битвы между огромной обезьяной и золотым гигантом. Выражение лица Фан Баня слегка напряглось при виде гигантской горной обезьяны, и в его глазах появился намек на свирепое убийственное намерение. Выражение лица мужчины средних лет при виде этого осталось совершенно неизменным, он все еще сохранял теплую улыбку. Спустя несколько мгновений он легонько провел рукой по фиолетово-золотой чаше, и свет внутри чаши мгновенно погас, как изображение, которое она отображала. В данный момент этот человек находится в царстве духовной сферы в секте под названием Храм Царства Истока, и он, скорее всего, не скоро оттуда уйдет, ответил мужчина средних лет. Спасибо за ваши усилия, рассеянно ответил Фан Бань, уже обдумывая, как он отправится в царство духовной сферы. Не стоит благодарности, я просто оказывал платную услугу. Если тебе понадобятся мои услуги в будущем, не забудь зайти еще раз, ответил мужчина средних лет, сжав кулак в знак приветствия. Как раз в тот момент, когда Фан Бань собирался сказать что-то еще, на его талии внезапно появилась вспышка золотого света, и она настойчиво пульсировала. Мужчина средних лет тут же поднялся на ноги, увидев это, а затем почтительным голосом сказал: ограничения, которые мы здесь установили, определенно надежны, так что ты можешь отдохнуть здесь, если хочешь. Я оставлю тебя одного. Затем он попрощался и вышел из комнаты. После ухода мужчины средних лет Фан Бань провел рукой по талии,
и в его руке появился чрезвычайно красивый золотой значок. Он посмотрел на золотой свет, исходящий от значка, и после минутного колебания закрыл глаза, прежде чем ввести в него свое духовное чувство. В следующее мгновение он обнаружил, что стоит в великолепном зале. В зале почти не было мебели, но его стены были усеяны замысловатой резьбой, изображающей всевозможные виды флоры и фауны. Прямо перед залом стояла женщина в роскошном платье с тонкой белой вуалью на лице, и как только она увидела Фан Баня, тут же сказала: «Недавно в царстве дрейфующих облаков поднялся прилив зверей вуали чрезвычайно огромных размеров. Сотни городов в царстве уже были уничтожены, а десятки сект разрушены. Тебе приказано отправиться в царство дрейфующих облаков, чтобы разобраться с этим делом». Выражение лица Фан Баня слегка напряглось, когда он услышал это, и после краткого колебания он ответил: «Уважаемый бессмертный посланник, потребуется как минимум несколько лет, чтобы полностью подавить такой массированный прилив зверей вуали. У меня все еще есть несколько неотложных дел, которыми мне нужно заняться прямо сейчас. Можно ли поручить эту миссию кому-нибудь другому? Все остальные в настоящее время заняты другими миссиями». «Ты единственный, кто не принял новую миссию после завершения предыдущей», ответила женщина в белом, покачав головой. Но Фан Бань все еще хотел что-то сказать, но женщина тут же перебила его. «Фан Бань, ты забыл о своих обязанностях и правилах Дворца Бессмертных, я бы не посмел». «Я принимаю эту миссию», — смиренно ответил Фан Бань, несмотря на свое крайнее нежелание делать это. Выведя свое духовное чувство из значка, на его лице появилось мрачное выражение, и он проскрежетал зубами: «Везучий ублюдок. Похоже, тебе предстоит прожить еще несколько лет». 3 года спустя, в храме Царства Истока. Была ночь, но пик 9 дворцов был освещен таким сияющим серебряным светом, что был ярок, как день. Вся платформа сбора звезд была окутана 7 необычайно толстыми столбами серебряного света, и вокруг столбов света бушевал массивный торнадо, образованный звездной силой, образуя то, что казалось неприступной крепостью. В этот момент Хань Ли сидел со скрещенными ногами в центре платформы, и все его тело, казалось, было наполнено звездным светом, делая его настолько ярким, что он казался почти прозрачным. На его груди и животе светились 6 ослепительных точек голубого света, испуская мерцающее сияние. 7-я точка голубого света на кончике его позвоночника была все еще немного туманной, но ее также было отчетливо видно. Как раз в этот момент ресницы Хань Ли слегка затрепетали, и его глаза внезапно распахнулись, когда он убрал свою ручную печать. 7 столбов света вокруг платформы сбора звезд мгновенно потускнели, прежде чем постепенно исчезнуть. Затем с неба спустились 7 полос черного света, превратившись обратно в 7 зеркал звездного света, прежде чем упасть в руки Хань Ли. Он взорвал оригинальный набор зеркал, чтобы сбежать из домена, в котором он был пойман в ловушку, но он смог создать новый набор из 7 зеркал звездного света после того, как приобрел большое количество камней рассвета инь из секты Небесного Призрака. На его лице появилась легкая улыбка, когда он пробормотал себе под нос: «Я наконец-то собираюсь проявить свою 7-ю глубокую апертуру». На самом деле, в прошлом у него не было особого представления о небесных бессмертных. Однако его битва с Золотым Гигантом 3 года назад и понимание, которое он почерпнул из культивирования искусства происхождения Большой Медведицы, дали ему более четкое представление об этой концепции. Он был уверен, что как только он достигнет истинного экстремального тела, ему не придется использовать свое телосложение святой нирваны против таких существ, как Золотой Гигант. Вместо этого он сможет победить противника такого калибра одной лишь силой своего физического тела. С этой мыслью ему вдруг пришла в голову другая, и он перевернул руку, чтобы достать желтый боб размером с грецкий орех. Это был тот самый боб, который он вытащил из груди Золотого Гиганта. С тех пор, как он узнал о награде, предложенной за его поимку в Царстве Бессмертных, он был занят работой, культивируя, чтобы усилить свои собственные силы, поэтому у него никогда не было возможности внимательно изучить боб. Он держал боб на ладони и после тщательного осмотра обнаружил, что в нем нет ничего примечательного, кроме того, что он в несколько раз больше соевого боба. Однако, когда он ввел свой духовный смысл в боб, он был мгновенно ошеломлен тем, что почувствовал. Боб был наполнен вспышкой насыщенного лазурного света, и если бы Хань Ли не знал лучше, он бы подумал, что его телепортировали в огромный лес, наполненный потрясающим изобилием и жизненной силой. Невероятно, что боб такого размера может содержать такую огромную жизненную энергию, не мог не похвалить Хань Ли, открыв глаза. Он видел, как этот боб использовался только для создания Золотого Гиганта, но понятия не имел, как его использовать. Однако, глядя на жизненную силу, заключенную в бобе, возможно, он очень пригодится в будущем. После минутного раздумья он убрал боб щелчком запястья, а затем поднялся на ноги, прежде чем спуститься по каменной лестнице сбоку платформы сбора звезд. Как раз в этот момент в ночном небе внезапно появилась большая полоса света, которая быстро приблизилась к Хань Ли, прежде чем приземлиться рядом с ним. Из полосы света с встревоженным выражением лица появился даос закрытой горы, и он поспешно почтительно поклонился Хань Ли, а затем сказал: «Старший Хань, у меня плохие новости».
Глава 75. Расследование. Что случилось? Спросил Ханли, слегка нахмурив брови. Я только что получил известие от товарища Даоса Симы из секты Холодного Пламени, что юная госпожа Лю была похищена, заикаясь, сказал Даос Закрытой Горы. «Расскажи мне, что произошло», — подтолкнул его Ханли, и его лицо слегка потемнело. Даос Закрытой Горы поспешно объяснил. Прошлой ночью женщина в белом внезапно прорвалась сквозь ограничения вокруг горного хребта Духовного Пламени, затем направилась прямо к пику восходящего облака, прежде чем увести юную госпожу Лю. И секта Холодного Пламени просто позволила этому случиться, ничего не предпринимая. Спросил Ханли. Товарищ Даос Сима утверждает, что он пытался вмешаться, но его атаки были с легкостью развеяны женщиной, и ей потребовался всего лишь небрежный взмах руки, чтобы отправить его в полет, поэтому он был совершенно бессилен остановить ее. Однако, похоже, женщина не собиралась никому причинять вреда. Она сказала, что принадлежит к той же расе, что и юная госпожа Лю, а затем увезла ее, ответил Даос Закрытой Горы, почтительно поклонившись. Услышав это, Ханли слегка замешкался. «Ты хочешь сказать, что она отправила Симу Цзиньмина в полет одним взмахом руки?» Так мне сказал товарищ Даос Сима. «Хотите, чтобы я послал несколько учеников нашего храма Царства Истока на поиски юной госпожи Лю?» Когда дело доходит до поиска людей, наш храм Царства Истока не успел Даос Закрытой Горы договорить, как Ханли перебил его, спросив: «Ты знаешь кого-нибудь в этом царстве, способного отправить культиватора Великого Вознесения в полет одним взмахом руки?» «Нет», — неуверенно ответил Даос Закрытой Горы. «Хорошо, ты можешь идти», — ответил Ханли. Даос Закрытой Горы еще раз почтительно поклонился, а затем покинул платформу сбора звезд. Ханли посмотрел, как Даос Закрытой Горы улетает вдаль, а затем, после краткого молчания, внезапно взмахнул рукой по воздуху, создав серебряный световой барьер, который окутал всю платформу сбора звезд. На следующее утро. Тучная фигура Даоса Закрытой Горы снова появилась перед пиком 9 дворцов, и он почтительно поклонился платформе сбора звезд, заявив: «Младший Закрытой Горы выражает свое почтение старшему Хань». В течение последних 3 лет он каждый день в это время неизменно являлся, чтобы доложить Ханли обо всех примечательных новостях, которые появлялись в царстве духовной сферы. Иногда он также выступал в роли птицы-посланника между Хань Ли и сектой Холодного Пламени, и его усердие в выполнении этой задачи было поистине похвальным. Большую часть времени Хань Ли культивировал в уединении, и в этом случае Даос Закрытой Горы почтительно объявлял о своем прибытии, а затем терпеливо ждал около 2 часов, прежде чем уйти, почтительно попрощавшись. На протяжении всего этого процесса он не проявлял ни волнения, ни нетерпения, и его поведение было безупречным. В результате за последние 3 года все ученики храма Царства Истока постепенно пришли к пониманию того, что их верховный старейшина стадии Великого Вознесения, которого обычно крайне редко можно было увидеть, стал относительно обычным явлением в храме. Несмотря на то, что они могли видеть его только издалека, этого уже было достаточно, чтобы наполнить многих учеников головокружительным волнением. Конечно, все старейшины стадии интеграции тела и некоторые старейшины стадии пространственного закаливания храма, естественно, были осведомлены о сложившихся обстоятельствах. Однако все они предпочли воздержаться от разговоров на эту тему, как будто между ними существовало какое-то негласное соглашение. Даос Закрытой Горы стоял в воздухе примерно в 300 метрах от пика 9 дворцов с почтительным выражением лица, но он чувствовал некоторое недоумение, глядя на серебряный световой барьер вокруг платформы сбора звезд. Обычно во время культивации Хань Ли вся окружающая территория кишела бурной звездной силой, но в этот день не было никаких признаков этого. Несмотря на свое недоумение, он не посмел вмешиваться. Возможно, Хань Ли проходил какой-то другой вид культивации. Подумав об этом, он продолжил послушно ждать в стороне, а затем снова ушел через 2 часа. Время шло день за днем, и он все еще совершал свои обычные ежедневные визиты, но на платформе сбора звезд, похоже, все еще ничего не происходило. Почти 3 месяца пролетели в мгновение ока, и терпение Даоса Закрытой Горы постепенно иссякало. В этот день он прождал полдня, но на платформе сбора звезд все еще не было никаких изменений. Он глубоко вздохнул, а затем заявил: «Старший Хань, я нашел еще несколько зацепок, касающихся похищения юной госпожи Лю. Не найдется ли у вас времени поговорить со мной?» Ответа не последовало. «Старший Хань». Снова позвал Даос Закрытой Горы, но ответа снова не последовало. Может ли это быть? Его выражение лица слегка изменилось, когда ему в голову пришла мысль, и он взмахнул рукой по воздуху, высвободив вспышку золотого света, которая упала на серебряный световой барьер. Серебряный световой барьер мгновенно разбился, открывая совершенно пустынную платформу сбора звезд. Однако в центре платформы лежала белая нефритовая табличка. Даос Закрытой Горы поднял нефритовый листок, прежде чем ввести в него свое духовное чувство, после чего на его лице появилось взволнованное выражение, а его дряблые складки начали дрожать от восторга. Нефритовая табличка содержала метод снятия ограничения, которое Хань Ли наложил на его тело.
Спасибо, старший Хань. Он отвел взгляд, прежде чем повернуться к далекому небу, и он не знал, слышит ли его Хань Ли, но все же громко выразил свою благодарность. В горном хребте духовного пламени. Внутри некоего зала Сима Цзиньмин обсуждал что-то с мастером секты и несколькими старейшинами стадии интеграции тела. После обсуждения все разошлись, и в зале остался только Сима Цзиньмин. Он издал долгий вздох и выглядел довольно усталым. В мгновение эко бывшая секта номер 1 царства духовной сферы, секта Небесного Призрака, была стерта с лица земли, и все остальные крупные державы в течение последних нескольких лет постоянно конкурировали друг с другом за бывшую территорию секты Небесного Призрака. Как единственная из бывших 3 ведущих сект, вышедшая из инцидента совершенно невредимой, секта Холодного Пламени была особенно загружена. В результате ему постоянно приходилось заниматься различными обязанностями и делами, и у него не было времени для культивации. Очень долгое время он был сосредоточен исключительно на уединенной культивации и очень редко занимался делами секты, поэтому для него это было очень резкое изменение. Конечно, еще одна причина, по которой он делал это, заключалась в нынешнем состоянии храма Царства Истока. Он думал, что храму Царства Истока был нанесен тяжелый удар, но это было не так. Более того, он получил огромную выгоду от падения секты Небесного Призрака. Что касается того, почему это произошло, то он, естественно, был осведомлен об истинных причинах, но не смел ничего говорить. Однако патриарх Холодного Пламени был чрезвычайно доволен расширением секты Холодного Пламени и уже послал несколько наград. С этими наградами Сима Цзиньмин был уверен, что сможет сделать еще один шаг к своей культивации, как только все уляжется и у него появится возможность уединиться. При таких темпах перспектива вознесения в царство бессмертных больше не казалась совершенно недостижимой. Подумав об этом, Сима Цзиньмин почувствовал себя очень довольным и поднялся на ноги, но как раз в тот момент, когда он собирался покинуть зал, внезапно раздался знакомый голос. «Товарищ Даос Сима». Выражение лица Симы Цзиньмина слегка изменилось, когда он услышал этот голос, и в следующее мгновение Хань Ли появился в зале среди вспышки лазурного света. В одной из его рук, спрятанных в рукаве, он держал фиолетовый талисман, который мигал серебряным светом. Зрачки Симы Цзиньмина слегка сузились при виде Хань Ли, и он тут же тепло улыбнулся, сжав кулак в знак приветствия. «Давно не виделись, старший Хань. С нашей последней встречи несколько лет назад ты стал еще сильнее. Поздравляю, ты слишком добр, товарищ Даос Сима», довольно отстраненным голосом ответил Хань Ли. «Пожалуйста, присаживайся, старший Хань». Сердце Симы Цзиньмина слегка ёкнуло при виде холодного поведения Хань Ли, и он поспешно пригласил Хань Ли сесть, прежде чем сесть рядом с ним. «Я пришел сегодня, чтобы узнать о сестре Лю. Правда ли, что ее похитили из секты Холодного Пламени?» Тут же спросил Хань Ли, сев на место. «Это правда. Я не смог защитить ее, но ее похититель был действительно грозным человеком, и неуверенно ответил Сима Цзиньмин. Хань Ли бесстрастно перебил его, спросив: «У тебя есть какие-нибудь зацепки по поводу ее похитителя, товарищ Даос Сима? Она что-нибудь сказала тебе в тот день? Человеком, похитившим Люлиэр, была молодая женщина в белом, и она утверждала, что принадлежит к той же расе, что и она. Она попросила меня поблагодарить тебя за то, что ты присматривал за Леэр. Я уверен, что никогда раньше не видел эту женщину, и с тех пор, как это произошло, я послал многих учеников нашей секты расследовать ее, но безрезультатно. Поэтому я разработал теорию о ее происхождении». Голос Симы Цзиньмина оборвался в конце, и на его лице появилось слегка нерешительное выражение. «Продолжай», — подтолкнул его Хань Ли, подняв бровь. «Моя теория заключается в том, что она не из царства духовной сферы. Она была настолько могущественна, что я не смог противостоять даже одной ее атаке, что заставляет меня полагать, что она истинный бессмертная из царства бессмертных». Хань Ли уже догадался, что это так, поэтому он не удивился, услышав эту теорию, предложенную Симой Цзиньмином. Вместо этого он слегка нахмурился в задумчивости. Насколько ему было известно, раса облачных лисиц, которой принадлежала Люлиэр, была ответвлением расы лисиц, которая пришла в сильный упадок. Иначе их бы не уничтожила секта Кровавого Меча. Подумав об этом, он не мог не задаться вопросом, как такой расе удалось породить истинного бессмертного. Возможно, предок этой расы много лет назад вознесся в царство бессмертных и как раз недавно вернулся в царство духовной сферы, а может быть, Люлиэр скрывал от него какие-то секреты. Ты уже сделал все, что было в твоих силах, поэтому я не могу винить тебя за это. К счастью, похоже, Леэр забрала одна из ее соплеменниц, так что ей ничего не угрожает, вздохнул Хань Ли. Сима Цзиньмин внутренне вздохнул с облегчением, услышав это, и только тогда он понял, что его спина уже покрылась холодным потом. «Кстати, я пришел сюда, потому что было еще кое-что, о чем я хотел бы узнать у тебя, товарищ Даос Сима», внезапно продолжил Хань Ли после краткого молчания. «Я бы не посмел утверждать, что смогу просветить тебя, старший Хань. Пожалуйста, спрашивай меня о чем угодно, и я расскажу тебе все, что знаю», поспешно ответил Сима Цзиньмин.
товарищ Даос Холодного Пламени когда-нибудь рассказывал тебе о своем вознесении в царство бессмертных? И еще, есть ли что-нибудь, о чем я должен помнить, если хочу попытаться вознестись в царство бессмертных из царства духовной сферы? Спросил Хань Ли. Сима Цзиньмин слегка замешкался, услышав это, и, глубоко вздохнув, почтительно ответил: «Старший Хань, видя, что ты идешь по пути культивации тела, как только ты достигнешь истинного экстремального тела, твое физическое тело будет автоматически отвергнуто силой этого царства. Если ты хочешь вознестись, то тебе придется прорваться сквозь межпространственный барьер своей физической силой». «Понятно», — с просветленным выражением лица ответил Хань Ли. Неудивительно, что чем ближе он подходил к полному овладению искусством происхождения Большой Медведицы, тем больше он чувствовал себя подавленным какой-то необъяснимой силой, до такой степени, что даже его полет был слегка затруднен. Царство духовной сферы очень близко к северному ледниковому региону бессмертных, поэтому вознесение в царство бессмертных отсюда перенесет тебя на случайную платформу вознесения в северном ледниковом регионе бессмертных. Из-за того, насколько скудна духовная ци в низших царствах по сравнению с царством бессмертных, все те, кому удается успешно вознестись, обладают исключительными способностями и решительной волей, поэтому к ним обычно относятся с очень большим уважением в царстве бессмертных, ответил Сима Цзиньмин, рассказав все, что знал. Выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным, но он быстро перерабатывал информацию, которую только что получил. Отношение царства бессмертных к вознесшимся бессмертным всегда было одинаковым, независимо от того, было ли это в царстве духовной сферы или в царстве духов. Было ясно, что в настоящее время он является мишенью некой силы или человека в царстве бессмертных, и меньше всего он хотел привлекать к себе внимание.